Ты проехал, она очкует, и я тоже. Теперь так можно делать уже для теста. Обычно все тырят, даже ключ. Как-то некрасиво. Выходим с космического корабля. Куда ты, на Луну звонишь? Такое иногда случается. Вот так вот, да? Машинка вас ругается. И мы двигаемся. И мы снова сегодня на канале будем показывать новый автомобиль Tesla Model X Plate. Очень быстрая, красивая машина, семиместная. 6, брат, 6. Седьмой. Седьмой здесь может. Самое модное место. Ну, тут, короче, я сзади Саня вот сижу. А что, можно? Оба сели, коли там места не осталось. Один большой, второй большой. Я хочу тебе сказать, на этой машине, на этом сидении доехать до Нью-Йорка будет сложно. Ну, если вам уже Model X не нравится, я здесь сейчас посередине, Аллен, давай на тормоза нажимай, я просто вперед там. И буду шевролет снимать. Из шевролета, да, подсъемы буду делать боковые. Стекло хорошо выходить, да? Ну да. Сейчас посмотрим, как работает автопилот. На данный момент машина едет сама. Он, кстати, просит, чтобы ты рулил, да? Да, иногда она просит. Ну смотри, даже вот эта карта, она все видит, но не так, как в обычной Тесле. Да. Видишь, там линии, там по-другому всё видит, выглядит, да, вообще по-другому. Что она делает? Уступает дорогу. Ну да, она ж типа даже на Прошло 5 суток. на кругу это, конечно, жесть. Мне не нравится, как она вот так вот делает. И ты в этот раз думаешь, да, Я- ну ты проехал, она очкует, и я тоже. Лень там движ, откуда они все едут? Сегодня что, праздник? Сейчас поедет. Сейчас поедет. А она куда едет? Ну, куда-то едет. Бордюр. О, ребята, это Проехал. водитель автобуса вспомнил весь свой словарный запас. Фух, ну это было нелегко. У меня сердце. Уф. Слушай, но в остальном, кроме круга, она достаточно уверенно едет, да? Да. То есть она видит Ну, там на все. хайвее вообще очень. Не, ну на хайвее как бы там вообще, в принципе, легче. Даже первый автопилот на Но она хайвее. сама перестраивается. Если машина медленно ехать, ну, Она едет объезжает впереди, её, да? она её объезжает, вот что делает, да. Я, кстати, FSD вот так вот ни разу впервые вижу. Смотри, все. Но у него даже визуализация в FSD на экранчике совсем другая. Показывает, что он видит гораздо Даже больше. водитель может ездить вот так. Теперь так можно делать, да? Не, он уверенно так едет. И даже плавненько, не дергается особо ничего. Скорость могу поднять. Знаешь, вот, я когда на перформансе ездил на Тесле, оно когда едешь, оно начинает зажимать внутри. А вот когда на этой 2,5 секунды, оно зажимает и щеки начинают креститься. Это вообще, это просто... Это next level просто. Это просто уже, это новый уже уровень. Когда за 2,5 секунды разгоняется, это уже такой едешь, такой все трясется. Не, ну 3 секунды быстро, а 2,5 это уже, я не знаю. Ты знаешь, на этой машине еще есть другая штука. Обычно, когда машину такую какую-то там BMW, там ланчанули пару раз, должна остыть, а потом ну его нафиг, поломается. А на этой можно постоянно. Понял? И особенно на этой, потому что она принадлежит компании Tesla, правильно? Пусть они ее сами и будут чинить. Смотри, если я вот заметил, я не знаю, если получится, но вот если я вот на телефоне, например, А, он может, Да, то он может, она может меня видеть, видит. да, оно тебе может предупреждения Еще? всякие делать. короче, Да. предупреждение. А камера вот эта, которая Наверное, наблюдает, да. она, по-моему, наблюдает за тем, если ты там, чтобы не заснул, типа, или там телефон, короче, на разные действия она тебя контролирует. Если ты там отвлекаешься, что делаешь, она тебе говорит. Оно только работает с 8 утра до 6 вечера. Там сидит человек и смотрит. Ночью же он спит, правильно, поэтому... Ну и по выходным он как бы занят. А ты знаешь, что Аллен, кстати, у него 2.0, он уже 2 Теслы положил. Первая Слушай, сгорела, ты рекордсмен. и это я не знаю, что случилось с этой. Они тоже не знают, они даже ее не могут открыть. Они Да? провода уже вытаскивали, знаешь, впереди провода. такие Слушай, вот. ну если честно, я иногда вижу таких мастеров, даже официалов, что они сомнительного у них уровня этот самый опыт какой-то. Покататься, пожалуйста. Или Колина, Ой, куда? Я не понял. О, вот это прикольно. Она хоть перед... Она едет. А нам надо поворачивать. Да. О, Она прикольно. куда? Не знаю. Там машина просто, и она Всё. короче, Поворот, все. Поворот, все. А что надо делать дальше? А, вон, видишь, она разворот нарисовала. Оля, автопилот заслушался наш разворот, он забыла поворот. Там же сидит кто-то, понял, как Саня Кто-то сидит, говорит. на обед ушел. Автопилот тоже может завтыкать немного, но это нормальная штука. Ютарн. U-turn. Я не знаю, как он будет делать U-turn. Я сомневаюсь, что он сделает реторн. Мне кажется, сейчас мы в бордюру упремся, ребят. Ну, там диски уже поцарапаны, так что нормально.
Сама. А, все, Сам да? делай. Да. Говорит, тут есть U-turn, но ты сделай, пожалуйста, сам. Я как бы... На этом мои полномочия все. Да, понятно, конечно, он несовершенный, но что делать? Но интересно все равно. Каждый раз думаешь, а что сейчас машина будет делать? Помнишь, что такое? Когда что будет делать? Ну, надо самому уже тормозить, потому что она ничего не делает. Приехала к нам вот такая вот красная Тесла. Даже полочка здесь есть. Машина очень чистая. Она не очень чистая, она идеально чистая. Потому что дилер, который владел ей раньше, он готовил ее к продаже, но у него что-то не вышло. Мы здесь видим следы ремонта. Ну, вернее, не следы ремонта, а запчасти, которые хотели поменять, но почему-то не поменяли. Здесь есть вот коннектор такой от батарейки, рычаги и так далее. Ну и машина сыпет ошибками. Непонятно почему. У нас 70 тысяч миль пробега. Пробег хороший, небольшой, и нам это нравится. Это у нас 13-й год, заднеприводная перформанс-версия. Не на пневме, но в остальном комплектация очень хорошая. Салон чистенький, очень красивенький. Прям вообще супер офигенный салон. И самое интересное, непонятно почему, у нас есть ключ, он машину открывает-закрывает, но я не могу включить райлон. То есть я нажимаю педаль тормоза, и у нас car off, у нас ничего не происходит. Батарейка показывает процентов на 60, хотя написано 38 миль. То есть что-то с этой машиной делали, но что делали непонятно, и почему она не реагирует на ключ, неизвестно. Будем с этим разбираться. Нужно подключить диагностику, посмотреть, что вообще нам скажет диагностика. И когда мы покупали эту машину, у нее чуть-чуть приподнята была подвеска. Такое было ощущение, мы не видели батареи на фотках, и мы переживали, что у этой машины нет батареи. Машина приехала, батарея есть. Ну, во всяком случае, корпус от батареи есть. И да, действительно, машина кажется чуть-чуть выше, чем надо. Ну, возможно, просто так кажется. В общем, скоро мы будем подключать диагностику, смотреть, разбираться с ней, увидим, есть ли у нас все-таки внутри что-то от батареи, почему она не включает, так сказать, зажигание. Николай, что вы хотите нам сказать? Чего цвет красивый. А так ничего. А так ничего нового. Зазоры, пацаны, плохие. А так машина красивая, не знаю, мне вообще очень нравится. Она просто в идеальном состоянии. Ни одного дента я не нашел на кузове. Диски все в идеальном состоянии. В салоне все красиво. Эту машину продавали за 25 тысяч долларов. Ее продавал дилер. А потом что-то, видно, у него не получилось. И он ее продал сильно дешевле в итоге. Но не будем раскрывать карты раньше времени. Тут вот видите, даже дилер предлагает вам 1 год бесплатного oil change можем менять вам, да? Oil change нам пригодится. Тому подобное. В трансмиссии везде бесплатно. Машина на ключ реагирует. Почему она не включает рейлон, я не знаю. Тут у нас тоже все чистенько и очень красивенько все. Like a brand new. Интересно, что никакое ничего не успели снять. Ну, кроме, наверное, один чарджер стырили. А так вообще все на месте. Все детали. Обычно такого не бывает. Даже ключ есть. Да, обычно все тырят, даже ключ. В этот раз оставили все, ну, кроме чарджера, к сожалению. Чарджер, да, уехал, наверное, в сказку. Понял, здесь 200 на 200. 200. Типа, либо чарджер 200, либо 200 ключ. Что-то одного не будет хватать. Ну, очень интересно подключить диагностику и посмотреть, что же нам скажет система этого автомобиля. Что там не хватает и почему он не хочет ехать. У нас новое расследование на канале. Каждый раз стрёмно, да, когда такие возле машин проезжают? Ну, 3, 2, 1. Слушай, ты про щуки так честно сказал. Оно вжимает, и щуки такие дрык. И главное, что там ни рева, ничего, не ты такой, тебе что-то на житье, такие эмоции. Здравствуйте. Сегодня на обзоре Tesla Model X. Колесики не берегли, но это такое. Получается вот так вот, да, я делаю? Или как она, чтобы она закрылась? Что ты там нашел, Александр? Что это? Я не знаю, что это такое. Это просто, ну мне вот это больше нравится. А что это, провода какие-то там торчат? Что это вообще? Как-то некрасиво. Слушай, это для прицепа. Как он называется, правильно? One Hitch, да. Ничего нельзя забрать, посмотреть. А мы взяли посмотреть, да? Слушай, ну выглядит это не прикольно. Может, здесь сидеть не так удобно, но сам задний ряд сидений выглядит неплохо. Блин, двери когда открыты, тут сквозит, конечно, как будто ты на улице. В принципе, мне тут сидеть норм. Чуть-чуть, конечно, коленка сюда упирается, и места здесь немного. Для детей, я думаю, вообще шикарно. На дальнее расстояние, конечно, не знаю, но в принципе сидеть здесь можно. Слушай, а что, мне норм здесь сидеть. То есть мне достаточно удобно. Если чуть-чуть назад, вот так вот. А, видишь, получается, что у нее сидушка не ломается вот так вот, да, она просто вся вместе вот так вот опускается, как ковш. Прикольно.
Прикольно, я такого раньше как-то не замечал. Не, мне комфортно здесь себе. Достаточно прикольно. Так. Выходим с космического корабля, без скафандров. А, здесь подсветочка есть какая-то. Конечно, да, ее разбирали и собирали ее как-то паскудненько, мягко говоря. Видно, поломали клипсы или все. Алло? Куда ты, на Луну звонишь? На Луну, алло, зарядная станция. Мне надо подзарядить мой болид. Приезжайте поскорей. Блин, все-таки ощущается, что X побольше, повыше. Как будто клавиатура от Apple, раз и пошел. Блин, ну к нему реально надо привыкать все равно. Надо научиться красиво им управлять, понимаешь? Таким рулем пользоваться надо научиться. Прикольно, что вообще в FSD, вообще в Тесле, что ты видишь, что видит машина. То есть я как-то спокойнее, ты видишь, что машина что-то видит. А так в большинстве машин она просто едет, типа автопилот. А что она видит, не видит. А так ты видишь, что она видит, а что она не видит. Она еще стоит на дороге, но мне очень интересно посмотреть, что же с ней происходит. Почему ключ открывает двери, но не включается рейлон. Сейчас система загрузится, и мы посмотрим. Тут, конечно, экранчик потек, клей немного есть. Бяка-кака, неприятно. Но, как говорится, что делать? А вот и наш коннектор. Сейчас мы все подключим и посмотрим. Ввел машину пока просто в сервис мод. Что у нас говорит сервис мод? BMB under voltage, cell voltage sensor, brick UV, our discharged. Короче, все выглядит так, как будто здесь проблемы по батарейке. Ну, в принципе, что удивляться. Мы-то покупаем машины в поломанном состоянии, чтобы их потом починить. Но здесь что-то по батарейке. Я просто не могу понять, что именно пока. Потому что вижу BMB under voltage и cell voltage sensor. Это, в принципе, понятно. А что вот module alarm broken, brick UV, вот это я пока не понимаю, что такое модуль аларм. Imbalance limiting. Окей, подключим диагностику, поглядим. Тут вот зачем-то лежит коннектор на систему охлаждения батареи, который крепится внутри на кузов. Ой, вернее, вот так он стоит. Новый. Потом здесь еще есть, вот я не помню, откуда эта штука может быть. Рычаги, похожи на задние, верхние, в которых датчики положения подвески крепятся. И вот эти кавера снизу металлические, тоже сзади батареи они есть. Кто-то производил здесь какие-то ремонты. Будем выяснять. Что мы видим? По часис у нас активный tow мод. И вот самое интересное это здесь. Ну, в принципе, то, что я и вижу в сервис мод, те же самые ошибки. Ничего другого я здесь, в общем-то, не вижу. Ограничения по уровню заряда, overcharge модуля, undercharge модуля, cell voltage sensor, ошибка по нем и по BMB-шкам. Что мы по BMS-ке видим? Это очень интересно. Я не вижу данных по isolation resistance. И это меня очень смущает. Вот этот параметр мне очень важен, а его здесь нет. Что у нас говорит батарейка? Так, данные мы видим. Это хорошо. Я вижу вот в этом модуле проблема точно по имбалансу, потому что здесь показывает очень странные данные. Тут 0,7 вольта, тут 2,7, тут 3,7, тут 5,5. Вот здесь что-то случилось по балансным проводам или с BMB-шкой 100%. Вот в этом модуле в 9 точно есть какая-то проблема, потому что очень странные цифры по вольтажу. На вот этом модуле 0,7, на вот этом 2,7, тут 3,7, 3,7 и тут по 5. Это максимально просто показывает. И вот у нас еще разбаланс есть в 8 модуле на 1. Возможно, это как следствие отсюда. Может быть и нет. Но мы очень переживали, когда купили эту машину, что у нее нет батарейки. А когда она приехала, мы думали, блин, может там внутри нет модулей. Но все-таки модули на месте. Мы их видим через диагностику. Это не может нас не радовать. Будем разбираться с батарейкой. И мне, конечно, не очень понятно, почему я не вижу данных по сопротивлению изоляции по внутреннему. Очень интересно. Нужно будет открыть фьюзбокс. Хотя пока контакторы открыты, я не смогу это сделать. Ну, в любом случае придется разбирать батарейку, и мы все увидим батарейку. Может, там ее затопило, залило. Может быть и такое. Такое иногда случается. Но будем надеяться, что просто померла BMB-шка или отвалились балансные провода. Это, конечно, будет достаточно легкое решение вопроса. Как говорится, будем надеяться на лучшее, но мы должны быть готовы и к худшему. Это сейчас, получается, режим как называется? Play. Он так рисковато трогается. Прямо именно в самом начале. Поехали. Да, в этот момент ты не можешь ничего говорить, потому что ты вот так вот, да, и все. Ну, а видел камера, как отъехала? Да. На этой Тесле, которой мы сейчас ездим, как она появилась у нас, у Алена есть Tesla Model X, и он приехал до Даунтаун Чикаго, и она у него просто сломалась. Перестала заводиться, открываться, вообще просто умерла. То ее забрали, увезли в Теслу. Вместо этой машины, той машины дали эту машину, пока если не починят его машину. Поэтому мы имеем свойство покататься
покататься на этой машине и сделать разные тест-драйвы, которые не жалко делать, потому что эта машина принадлежит Тесле. Одно, что здесь поставили лимит 85 миль в час можно ехать, больше нельзя разгоняться. Такой лимит поставили. А все остальное на машине можно делать. Поэтому надеемся, что тебе починят машину, ты вернешь ценности, сохранности эту машину и заберешь свою. А может быть наоборот, скажут, твоя машина больше невозможно ее отремонтировать, берите Cybertruck. И будешь ездить на Это будет вообще, Cybertruck. пусть подольше чинят. Это нравится. Тебе надо на Теслу звездочки, как на самолетах, знаешь, вот такие видели когда-нибудь? Тебе надо на То есть ты Тесле... привозишь в машину в этот дилеру, типа отдавать, а это что за звездочки? Ты говоришь, 4 уже. Рассказывай, какие ощущения были? Мне понравилось, это самое важное ощущение. А в остальном, в принципе, я не первый раз сижу в таком салоне, но он прикольный. Он реально прикольный, он удобный для меня, вот мне руки удобно сюда положить. Руль надо привыкать, конечно, но в принципе достаточно быстро привыкаешь. Прикольно, что, конечно, автопилот FSD работает. Понятно, что это не человек, и там какие-то ошибки совершаются, но все равно для машины, мне кажется, FSD работает очень круто. Он может пропустить поворот, немного провтыкать. Окей, такое бывает, но это же все равно еще не финал. Он по-любому всегда будет дорабатываться, апдейты и фикситься всякие там проблемы. И дизайн салона здесь, вот этот уже с этого, как с 22 года, да, они начали такие делать. Очень прикольно. Сзади тоже, кстати, прикольно, вот этот экранчик, да, он как-то уже посолиднее смотрится. Потому что раньше, если ты в эске сзади сел, вообще. Материалы тоже такие. Да. Но все-таки X это считается самая, дорогая машина. Дорого-богато. Да, здесь они максимально сделали. Мне интересно, что это такое? Отлично. Это просто, чтобы эти закрываются, они же слайдаются. Там же штука держит. Там петли, наверное. Мгм, петли. Да. А прикинь, на ходу надо попробовать. А другую, задняя дверь как открывается? Переднюю дверь там можно, наверное, как-то открыть ручкой, вот это вот открывается, да? Да, механически, вот да. механически, да. А задние, наверное, не открываются. Но вообще, я не знаю, допустим, на эске там есть тросики снизу. Без сиденья на эске ты можешь открыть механически то. А здесь, я думаю, emergency какой-то должна быть способ. Если машина горит, то ты, тросики ищи внизу Ищи тросики где-то. внизу. Прочитайте инструкцию. Мне кажется, И быстрее. ты такой, хорошо, прочитай инструкцию. Да. Знаешь, такой. Такой достаешь, а там трусики, а вместо тросиков. Искал тросик, да, нашел трусики. Ой, трусики. Прикольно вот это ощущение, что у тебя высоко очень идет лобовое стекло, Да. и у тебя такое ощущение, что ты в каком-то космолете или вертолете сидишь. Потому что, такое, я в вертолете, если честно, и не сидел толком, но мне кажется, что там примерно похоже, как здесь. Так что... Не знаю, и пульт похож на вертолетский. И пульт тоже. похож на вертолетский, да. Не, на самом деле очень прикольно. Да, она подрывает так очень. Это другие ощущения, когда так едешь. В движении. Блин, уже едем 40, почти 50 миль. Блин, мощности тут, конечно, хоть отбавляй. Все, на бордюр заехал. Всех приветствую у нас на канале. Сегодня у нас выходной день, но я заехал немного в шап, чтобы уделить время вот этой вот красной Тесле. Это 13-й год, 85-ка, перформанс. Она к нам приехала в очень хорошем состоянии, она очень чистая внутри, вообще без всяких повреждений. Я уже как-то снимал там пару кадров. Я ее уже диагностировал, но так вскользь хочу еще раз проверить, что у нас по ошибочкам. Предыдущая диагностика говорила о том, что есть проблемка в одном из модулей батареи. Сейчас хочу еще раз посмотреть и, возможно, подготовить ее к снятию батареи. Открывайся. Нужно взять ключик. Не хочет без ключика открываться. Как я уже раньше говорил, здесь какие-то дополнительные запчасти. Вот я знаю, что это стоит на корпусе, который в батарею входит. Такой коннектор для трубок охлаждающей жидкости. Еще разные каверы здесь лежат. Я не знаю, какие ремонты с этой Теслой кто производил. Как всегда, для нас это новая история, новое расследование. Но в любом случае нам предстоит с этим разбираться и чинить эту машину. Поэтому не будем терять времени. Посмотрим, что у нее за ошибочки там сейчас нам покажет система. Машинка у нас ругается на ошибки, кричит. Машина уже в сервис-мод, я ее раньше вводил. Вот такие ошибки мы имеем. Imbalance limiting, limp mode, brick overcharge. В общем, есть проблемы с одним из модулей. Еще интересно, у меня почему-то рейлон не включается, хотя ключ есть, ключ открывает. Интересная тоже история, обычно так не происходит. Я думаю, мы с этим разберемся. Здесь у нас, в принципе, такой же набор ошибок, как и в сервис-мод. Мы видим, что у нас по сопротивлению изоляции. Сопротивление изоляции у нас недоступно, неизвестно. Это не очень хорошо. Естественно, контакторы у нас не включаются, хотя wheel status true, но все-таки wheel не включается.
Что у нас по модулям? Данные почти загрузились. И вот, да, в 9 модуле мы видим странные очень данные. Если у нас, во-первых, у меня вот здесь вот почему-то как-то он слишком высокое напряжение вот здесь в этом модуле, на вот этой ячейке. И вот в 9 тут понятно, вообще полная билиберда. То есть на одном 0,60 вольта, на остальных 2,39. Тут как бы похоже на все, здесь по 5 вольт. То есть выглядит так, как будто какая-то проблема или с voltage sensor, то есть он не видит напряжение, либо с BMB-шкой, либо там отвалились балансные провода, что-то такое. Ну, для этого нужно будет скрывать батарею, смотреть на 9 модуль. Поэтому сейчас поразбираюсь еще с другими ошибками. Мне интересно, почему все-таки он не включает Rail-On, хотя ключи у меня есть. Не совсем понятная ситуация. Но, в принципе, вердикт понятен. Снимаем батарею и смотрим, что там происходит с модулем номер 9. Там в машине немножко темно, поэтому я вышел сюда на свет, так сказать. Еще раз расскажу, что же я здесь вижу. То есть я вижу в 9 модуле проблему. Он здесь некоторых ячеек не видит напряжения, то есть максимальное показывает. Здесь, наверное, какое-то минимальное. Здесь тоже некорректное, скорее всего. Хотя, может быть, разбалансировано. И вот здесь немного странная разбалансированная ячейка в 8. Но с этим мы позже разберемся. И посмотрев на все ошибки, которые у нас здесь есть, я могу себе примерно предположить. Вот у нас здесь ругается на то, что он не может присвоить адрес BMB-шки, потом на то, что BMB-шка, BMB alert, ну то есть какой-то, то есть BMB дает информацию о том, что есть какая-то неисправность, какая-то проблема. Скорее всего, я не знаю, это похоже на то, что померла какая-то BMB-шка. BMB-шка это Battery Monitor Board, так называемый, то есть такая плата, которая управляет и следит за, контролирует работу каждого модуля в батарее. И потом уже все эти данные даются на BMS-ку, и BMS-ка уже полностью видит все данные полностью по батарее. И вот система ругается на BMB-шку. Поэтому в любом случае придется снимать батарею, смотреть, что там с BMB-шкой, и разбираться с остальными проблемками. Надеюсь, я не обнаружу в батарее воды или что-то такого, потому что тогда, если в батарее окажется вода или там ее как-то затопило антифризом, то это, конечно, чуть грустноватая ситуация, потому что ремонт сильно усложнится, и вообще как бы залитые батареи не самая лучшая история для ремонта. Но, тем не менее, будем надеяться на лучшее и будем снимать батарейку. Все подъезжаем к выше обусловленной точке. Вот такие вот здесь у нас катакомбы в Чикаго. Такие машинки повыезжали. Прикольно. Мы пришли, вот возле Трампа стоим. А вы где? Очень много людей сегодня. Все на веселе, все на настроении, на позитиве. Выпили по чуть-чуть. Тут вот Трамп. И мы идем встречаться с Вовой. Там вон люди, видите, стоят. Прикольно, смотровая. Вот так мы дорогу еле-еле перешли. Людей куча, просто уйма. И мы двигаемся, стараемся где-то кого-то найти. Вован, ты где потерялся? А тут вот такие вот балконы, кукурузы. Сейчас пойдем посмотрим, что там с речечкой. Надеюсь, у нас получится снять речечку. Там где-то Володя нас ждет. Мы бежим к тебе. Батарейка скинута. Я не стану показывать, как я ее разбираю. Я уже не один раз это показывал и думаю, не очень интересно. Я сначала сниму пентхаус. Ну, естественно, для начала я сниму крышку и сниму предохранитель. Сниму пентхаус, сниму верхнюю крышку. И посмотрим, что же у нас внутри с этим 9 модулем. Если там вода или это проблема просто в BMB-шке, будем разбираться. В общем, когда я все уже разберу, тогда я что-нибудь еще подсниму. А пока у нас в шапе снова вот такая вот летающая Тесла. В общем, начал я разбирать батарею, снял пентхаус и увидел неутешительную картину. А здесь очень много конденсата. Вот здесь вот влажно все. Вот с этой стороны все в конденсате. Сейчас будем открывать дальше, смотреть, что там дальше происходит. Но, конечно, уже есть опасения, что батарея подутонула, либо тут просто много конденсата. А как мы знаем, для электричества это совсем не хорошо, а точнее очень плохо. Хотя при диагностике я не увидел проблем по изоляции батареи. Я не знаю, как дальше будет, но я думаю, сейчас откроем и все увидим внутри. Но вот это, конечно, вот это очень-очень нехорошо. Мы видим здесь неутешительную картину.
того, что здесь тоже есть водичка. И картина здесь неутешительная. Я вижу конденсат, он есть и здесь. Здесь немного меньше. Здесь вроде бы в этой части поменьше, практически я не вижу. Сейчас я сниму полностью вторую часть крышки, посмотрю, что там. Но очевидно, что сюда попала водичка. Как бы сколько воды непонятно, то ли это может небольшое количество, что конденсат здесь собрался. Возможно, я под модулями найду воды больше. Но это не антифриз, я уже это проверил. Это вода, то есть может быть батарею утопили, может быть в нее попало немного воды через клапана, которые вентилируют батареи, я еще этого не знаю. В любом случае я буду демонтировать все модули, все 14 штук. Будем их сушить, которые оказались конденсатом. Будем смотреть, что у нас по сопротивлению изоляции. В общем, что-то будем менять. В общем, будем ремонтировать батарею. Так, что мы имеем с этой стороны? С этой стороны ближе к пентхаусу у нас та же самая картина, влага. А вот дальше становится более сухо все. То есть, в принципе, я могу предположить, что влага попадала где-то со стороны пентхауса сюда. И где-то вот здесь она, вот здесь есть клапана, допустим, вот они клапана. Потом с этой стороны под предохранителем здесь нету, только с той стороны. То есть, наверное, я могу предположить, что вот со стороны пентхауса каким-то образом сюда проникала водичка. У нас была проблема с 9-м модулем, как раз где-то в этой части батареи. Поэтому будем искать дальше. Сейчас я полностью уберу крышку, уберу слюду сверху, которая, и буду демонтировать все модули по отдельности. Буду снимать с них вот эти пластиковые крышечки. Будем все сушить и проверять на сопротивление изоляции. Не обращайте внимания, что крышка вот деформировалась при снятии. Это как бы обычная практика, по-другому ее не снимешь, чтобы она ровненькая была, так как она приклеена на герметик, и она алюминиевая, она очень мягенькая, поэтому она деформируется при демонтаже, но это не беда. Потом она легко выравнивается, притягивается болтами. Опять же, герметик все это дело герметизирует, поэтому в этом нет ничего страшного. Так работает с этой батареей. По-другому не получится. Нелегкая, конечно, крышка, одному снимать немного проблематично, но можно. Сейчас уберем слюду со всех модулей. И с этого модуля. Вот здесь видно воду прям сверху. И как я уже сказал, вот в этой вот части пентхаус, два ближайших модуля. Здесь еще чуть-чуть что-то есть с той стороны. А дальше уже в принципе достаточно сухо. Поэтому скорее всего водичка попадала у нас со стороны пентхауса. Поэтому не вся она затонула. Я надеюсь, это немного облегчит нам задачу. Все, сегодня уже поздно, поэтому я буду ехать домой. Продолжу завтра. Зеленая речка. Давай, махай нам всем! 520-й престиж. Очень многие, видишь, на смотровых площадках. Вверху, вон там, там. Прикольно. Здесь вот я тоже снимал. На Трампе вообще такая прикольная площадка. Теперь у нас новый челлендж. Добраться домой, братан. Теперь что? Сюда всего лишь 3 часа и ты дома. Да, по 3 часа и ты проехал 20 миль. Ну, сейчас все будут ехать домой, и мы в том числе, и будет большой-большой трафик. Смотри, там какой водоворот образовывается от ветра, видишь? Забег. Спасибо всем, что смотрели, подписывайтесь, ставьте лайки, до свидания. Все нарядные, все в зеленом. Вот такая техника мне встретилась тут на пути. Кто-то прикалывается. Прикольно. Вау, какой Cadillac. Look at this. Чуваки просто кайфуют. Nice car, man. Nice car. Yeah. Кончился наш день. Едем домой. Трафик. Watch it burn, sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn, sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn, sink. Такую вот каку мы здесь имеем. Балансные провода, которые отпаялись. Очень странно. В общем, сейчас немного поколдую. А батареечка-то наша заработала. Это отличный знак. Ждет своего нового владельца. Everything that kills me.